Как иммигранты открывают свой бизнес в Аргентине? С какими сложностями сталкиваются? Что для этого нужно? Что работает, а что не работает? Мы продолжаем серию этих рассказов, и сегодня мы подумали, о чем мы хуже, и почему бы нам не рассказать о нашем собственном бизнесе здесь. Поэтому сегодня, друзья, будет интересный особенный выпуск. Я Василий Карпук, вы на канале Релацированный, и мы поговорим о том, что мы открыли собственную видеостудию в Буэнос-Айресе, Аргентина. Я сегодня об этом всем хочу вам рассказать, но чтобы я не разговаривал сам с собой, это не был бы просто там формат говорящей головы, мне сегодня поможет наш продюсер Катя. Всем привет! Очень стесняется находиться в кадре, но вы, я уверен, ее поддержите. У нас будет замечательный, интересный выпуск. Катя будет сегодня ведущим, она будет меня интервьюировать. Я сегодня буду гостем на своем канале, что тоже интересно очень для меня, новый опыт. Давайте начинать, погнали! Погнали! У нас первый вопрос касаемо вообще того, кто ты такой, как ты сюда приехал и как вообще пришла идея открыть эту студию. Расскажи про свою историю. Давай, ладно, издалека. Я предприниматель, я исторически из Питера. Я переехал из России еще, получается, в 2021 году. До начала войны мы уехали жить в Турцию. И там еще в Турции начал смотреть, и какие варианты, что можно делать. Когда после начала войны было непонятно вообще, что будет происходить в России, мы начали активно тоже смотреть сценарии, изучать, а какой бизнес можно запустить в Турции, чем можно там заниматься. Я помню, я носился просто по всем, мне кажется, юристам, которых только можно было найти, чтобы проконсультироваться по открытию юрлица в Турции. Это было прикольно, потому что буквы закона там толком вообще не формулировалось, и мне десяток юристов рассказали 10 разных версий. Могу, не могу, кто должен быть директором в компании, еще что-то. Мы жили в Алании. Я помню, арендовал тачку, ехал в Анталию, находил как-то через знакомых, просто стучался, там консультации брал. По Алании в Стамбул связывался, созванивался с юристами, какие-то встречи постоянно проводились. Такой массовый движ всех, кто в то время выехал из России, которые не понимали, что делать, и надо было вроде что-то делать. Пожили мы в Турции, посмотрели, попробовали, поняли, что бизнес в Турции запускать как-то не очень было интересно именно на локальный рынок, потому что это самым большим было ограничением, в первую очередь, турецкий язык. А какие были вообще мысли, какой бизнес? Исторически у меня есть бизнес, это компания-интегратор CRM, и его думали развивать, во-первых. Еще какие-то IT-услуги, тогда было как раз непонятно вообще импорт, экспорт, каналы поставок рушились, там много всего было, там просто все в каком-то хаосе, там, на самом деле больше было не про какую-то идею конкретную, а вообще сейчас что-то сделать бы, чтобы хоть что-то заработало бы. На мир там тоже получалось, не было какого-то интересного преимущества, юрлица, например, в Турции, еще что-то. Там локальный бизнес не хотелось вести, потому что внутри... Сколько бы ты ни прожил в Турции, ты будешь все равно и бомжи, и приезжим, и по-другому тебя воспринимать не будут. Плюс получалось, что турецкий язык, какая бы большая страна Турция ни была, но это 80 миллионов населения, то есть вот ограничение рынка, там все остальное. Понятно, что нет, я знаю ребят, которые там уже делают бизнес, построили бизнес, все классно, прикольно. Но мы в какой-то момент, у меня заканчивался загранник, и нужно было продлить как-то загранпаспорт вообще, в том числе для нахождения, хоть в Турции, хоть где. И очереди в Турции были больше 6 месяцев на попадание в консульство. Мы такие, окей, а в каких странах сейчас можно попасть в консульство? Выпадает видео, залезли в YouTube, начинаем смотреть по странам, выпадает что-то про Аргентину. Мы такие, так, давай посмотрим про Аргентину. Выпадает видео Андрея Буренка, мы с ним как раз снимали про Турцию выпуск. Про Аланию. Я тогда у него гостем там был. Мы такие, Андрея знаем, давай смотреть. Рассказали про Аргентину в какой-то момент. Мы вообще даже не задумывались, что паспорт за 2 года. Такие, вау, что? Ну-ка давай подробнее. Да. Спустя месяца 3 мы приезжаем, с момента, как об этом задумались, переезжаем в Аргентину. Это получается какой год? 22-й год. 22-й. Весело попали, такие чуть-чуть по датам раньше идем. В ноябре 21-го переехали в Турцию. 26 сентября у нас были куплены под мобилизацию, как раз, которую мы не знали, естественно, куплены билеты в Аргентину. И мы в Аргентину еще тоже приехали. Месяц-другой ходили еще, когда на улице не было слышно русской речи постоянно.
Самые первые такие. Ну, не самые первые, здесь уже было достаточно много народу, это был наплыв, но, конечно, не то, что случилось позже. Там, Ну да, где-то конечно. ноябрь-декабрь 2022 года здесь просто с каждой улицы, с каждого перекрестка ты начал слышать русскую речь. Вот так мы перебрались сюда, начали осваиваться. Я, наученный уже опытом Турции, не стал рваться, бежать, что-то сразу там делать и так далее. Но все равно ты приезжаешь в новую страну, ты начинаешь создавать новые социальные связи. Мы что в Турции делали, там собирали компанию людей, кто приезжал, быстренько давайте знакомиться, нетворкинг, вот это все. У меня, кстати, прекрасные друзья с тех пор оттуда есть, и некоторых мы даже с собой в Аргентину привезли. И здесь точно так же началась движуха, начали все ходить, знакомиться, встречаться, что-то все делают, все предприниматели. Я продолжаю все точно так же, то есть я с видеоконтентом достаточно давно занимаюсь, у меня есть рабочий YouTube-канал, который я много лет веду, это дает нам стабильную лидогенерацию в основной бизнес. И здесь таких достаточно много. То есть люди, кто делает контент, кто занимается маркетингом, еще что-то. И мне интересно, еще появился канал «Провоцированные» вообще как таковой. Я туда контент начинаю снимать, мне интересно брать интервью. Я думаю, прикольно, надо съемки. Надо, раз сюда сходили, здесь поснимали, два там здесь где-то пытаемся арендовать, походили, поискали видеостудии в Буэнос-Айресе. Либо ничего близко толкового нету вообще никакого, либо ценник конский за подкаст, без видеосъемки. В одной студии, я помню, у меня знакомый пошел, я обалдел. Зарядили $400 за 3-часовой подкаст. Чисто за аренду получается. Без видео, нет, запись, микрофоны, запись тебе отдаются. Да, но без видеосъемки вообще как таковой. И вот, такие цены. То есть ты заходишь, там ценники вроде как бы смешные получаются. Если, говорят тебе $100 в час, там, может быть, еще какая-то цена. Начинаешь такие, так, а здесь камеры дополнительно, а здесь там выставить дополнительно, а здесь то все. Эти съемки, на самом деле, получаются достаточно небюджетные. Либо ты со своей камерой, либо... Они предоставляют свои камеры? Это плюс. Это плюс, да. Обычно, да. А туда, я не понимаю вообще, какие цены на технику здесь. Мне кажется, уже действительно легче открыть свою студию. Да, мы об этом, еще поговорим. С ценами, безусловно, это влияет. Все, конечно, спрос как таковой. Вот, и мы начали учиться снимать видео без этого. Это я думал в какой-то момент арендовать, может быть, квартиру с дополнительной комнатой, дом, еще что-то. И ради интереса такой думаю, может быть, попробовать арендовать именно помещение, типа с какой-то студии сделать, потому что была техника, была возможность какую-то технику часть привезти. Кинул, по-моему, в тот момент клиентам по знакомым, то есть с недвижкой занимался, мне выдали помещение за очень меняемый тот момент ценник, там 250, по-моему, или $300 выходила аренда помещения. Это было прикольно. Такая торговая галерея, если кто-то в Аргентине живет, знает, вот есть в домах, внутри торговые галереи такие внизу. И получилось это такой локаль. У тебя вот с этажа ты входишь из галереи, дверь у тебя есть небольшой, как ресепшн, наверное, правильно так сформулировать. Вниз помещение, там склады обычно, там еще что-то. И наверх еще типа офисного помещения, там что-то такого. Было прикольно посмотреть, поделать, может быть, открыться там. Мы решили, давай, возьмем, посмотрим, поделаем. Оказалось, конечно, когда разобрались, когда влезли, поняли, что надо переделывать сильно электрику, чтобы нормально держали розетки, там кучу всего. Я тогда порадовался взаимодействию с нашими согражданами. Я понимаю, что, наверное, в тот момент вообще никто ничего не понимал, надо было как-то выживать, может быть, хоть как-то зарабатывать. Я помню, у нас помещение было, наверное, квадратов на 45 два помещения. Мы ребят позвали, просили, можете оценить, сколько покрасить помещение? Темный цвет, просто зашкурили и покрасили. Они такие сразу, мы смету подготовим. Я думаю, что-то уже не туда идет. Все понятно, окей, давайте готовьте смету. Присылают смету, 2 варианта на $850 и на 1000 с чем-то выходило. А сколько там по квадратам? Я говорю, метров 45. Угу. 2 помещения просто покрасить. Я такой, окей, наверное, сами покрасим. Да, конечно. Как бы это же еще без материалов было, без всего. Это ребята хотели за работу, которую в итоге мы сделали за 1,5-2 дня, наверное. Сделали, запустили эту студию. В итоге поставили технику, начали снимать там. И полгода сидели там. Единственное, в чем была трабла и в чем была проблема, и почему мы оттуда уехали.
Там звукоизоляция была очень плохая, бетонные помещения, галерея с бетонным полом, ставни железные открывались, закрывались в магазинах. И ты просто сидишь по бетону, ты записываешься, ты пытаешься там звукоизолированное помещение сделать в студии, еще что-то. И просто у тебя скрип такой через весь бетон. Ты сидишь и слышишь это все. Оператора, кажется, скулы сводило, потому что в наушниках он слышит, как у нас идет этот звук, пишется. Вот. Ну, это потом, да, на постпродакшене чистить все тяжело. Это какой район, получается, был? Ну, вот это был прекрасный район. Это была площадь Италии в самом центре, возле метро, просто выход из метро. Вообще супер. 10 метров, да, в этом плане это было очень классно. Но мы оттуда в итоге съехали. Ну да, вообще, мне кажется, у Буэнос-Айреса есть такая проблема шумоизоляции. Это очень шумный город. И, мне кажется, найти помещение для каких-то вот таких вот подкастовых, я не знаю, каких-то съемочных процессов, где нужна тишина, это, ну, прям тяжело. Слушай, у них, мне кажется, совершенно другой менталитет у аргентинцев в этом плане, потому что одни из самых элитных и дорогих домов очень часто строятся прямо вот перекресток. Вот железная дорога, вот автотрасса какая-нибудь, вот здесь самолет сверху летит. Выбираем. Дорогущий дом сандалим сюда. И они как-то как будто бы к этому иначе относятся. Их не парит совершенно эта история. И вот так вот. Получается, это не первая студия, да? В которой мы сейчас находимся. Да, это уже другое совершенно помещение. Там была очень интересная вообще история про его поиск. То есть мы с того съехали. Я думал, сейчас мы быстренько найдем новое. Но тут начались как раз приключения. Мы начали искать помещение, цены. Понятно, что рынок, он вообще аргентинский недвижимость, он такой очень своеобразный. И у него нет какого-то критерия, там, цена по рынку или не по рынку. Ты просто вот находишь помещение, почему-то оно стоит столько. Почему оно будет стоить столько, если, ну, к примеру, рядом будет точно такое же, но по другой цене? Мы тут недавно квартиру тоже там контракт новый делали и там тоже сравнивали просто. В этом плане рынок дикий, и дикий с точки зрения именно те, как повезет. И вот мы искали помещение под студию. Я вообще думал попробовать поискать какое-то тихое офисное помещение, потому что хотелось как-то, чтобы поприличнее изначально было, возможно, нам задача хотя бы просто говорящую голову, подкасты, там, писать интервьюшки, какие-то уроки, еще что-то. Обратился к хорошим ребятам, которые здесь помогают с поиском недвижки. Там девушки мне дали прикольную услугу, мне то есть не нужно было там прям искать объекты, еще что-то. Они просто прозванивали, владеют хорошо испанским, прозванивали аргентинских агентов, короче, назначали мне встречи, я просто на них приходил, уже там на месте общался, разговаривал. Нашел пару интересных объектов. С одного я как раз, памятуя о том, что может быть громко, для нас это ключевая история, пока выбирал объект, это была такая большая квартира-студия, на самом деле, типа того. Но не стройка была рядышком. Я говорю, ребят, давайте как-то короткие контракты месяца на 3, потому что я не понимаю, будет нам подходить или не будет, давайте вот таким образом. Я говорю, да, не вопрос, конечно, давайте. Но тогда агентская комиссия вот такая. И выходила агентская комиссия 30%. И я такой, ну нет, ребята, это too much, это вообще уже, мне кажется, нездорово. Просто за агентов, который придет потом на следующее. А здесь так работает история про то, что агент, сдавая вам квартиру, каждое продление будет приходить и забирать, продолжать свою комиссию. Это очень такая своеобразная история, да. От того помещения по этому поводу отказался. Другое нашел классное помещение в офисном центре. Там была история про хорошая цена, все нормально, но они захотели гарантию, чтобы была представлена гарантия. Гарантия это объясни, что это такое? Здесь, когда ты арендуешь недвижку, здесь от тебя есть, часто просят гарантию. Гарантия, можно ее купить. Есть страховые компании, которые ты, там, по сути, оплачиваешь им гарантию, что ты гарантируешь, чтобы обезопасить владельца недвижимости от там, твоих неуплат, или, дай бог, что-то сломаешь и так далее. То есть гарантия того, что у тебя есть деньги, да, что ты платежеспособный. Да. Или поручительство кого-то, кто гражданин Аргентины с работой, с недвижкой собственной и так далее. Там, на самом деле, какое-то достаточно большое резюме на себя надо составить, чтобы тебе сдали недвижку. Ну, как-то с коммерческими помещениями, мне кажется, люди коммерцией занимаются, бизнес для вас. Там, понятно, что можно как-то договариваться. Когда мы берем пустое помещение, полностью квадратное, в котором ничего толком не сделать, какая гарантия? Вот да, там разные были варианты.
За одну студию там метров на 40 нам, я помню, хотели депозит в размере $2000 при ежемесячной аренде в долларов 500, там что-то такое выходило, они хотели депозит $2000. Я говорю, ребята, у вас пустое помещение. Конечно. Вообще пустое. Что я здесь могу сломать, что я здесь могу сделать, какой депозит? А у этих ребят все понравилось. Я говорю, классно, давайте брониться. Я говорю, да, нам нужна гарантия. Я говорю, ну, давайте как-то еще, я готов заплатить там вперед денег каких-то дать, там, наличка, еще что я наличкой вам плачу, господи. Нет, нам нужна гарантия. Я говорю, окей. Через месяц я смотрю это объявление, $450 уже стоит. Он такой, давайте еще раз стукнемся, может, снисходительнее будет. Нет, все равно по-прежнему хотим гарантию. Еще через месяц вижу, $400 стоит, не сдается. Там, может, даже больше, там, может, месяца 3 прошло. Но мы уже забили на них. Вот, и, короче, месяца 3, наверное, шел поиск помещения. Я уже забил, честно. Я уже думаю, реально, у меня в тот момент было все, нафиг, снимаем дом, переезжаем туда и делаем там помещение, да. Но это, понятно, было бы только чисто для себя, для своего контента, который я себе делаю. И вот попадается вот это помещение. Вдруг вообще выпадает клево мне оператор. Так, давай делать. Клево будет, хорошее помещение. Сюда приезжаем, да, все отлично, все замечательно, большое пространство, да, со звуком, там, конечно, тоже бетонное помещение, эхо, но надо, понятно, вкладываться, понятно, делать. К счастью, не ремонт с точки зрения проводка, тут все хорошо, надо изоляцию делать, вот это все панели, все сюда завозили, естественно. Вот эти панели, причем мы брали на Facebook маркете, на Mercado Libre, где-то, короче, бушные панели, их приезжали забирать в офис Мета, запрещенной в России организации. Они, видимо, переделывали себе студию, да, и вот это вот прямо из офиса Фейсбука. Элитное такое получается. Ну, они такие добротные, тяжеленные, Ну да. мы их тут везли, конечно, да. Короче, мы приехали сюда, когда только посмотреть, гремело это здесь все, да, эхо звучало максимально. Сейчас продолжаем работать, понятно, что здесь еще надо в помещение вкладываться. Но вот уже есть формат. По сути, это видеостудия, в которую можно прийти, арендовать себе для записи подкастов, интервью, говорящие головы, видеокурсы, рилсы, ну, все, что связано для Ютуба, я сюда пишу, ну, да, на 2 наших канала, на 3 даже, все, на 3 канала наши пишу сюда, видео здесь, клиенты приходят, записывают. То есть, по факту, это вообще изначально как для себя делалось, и в итоге это в массы пошло. А у нас как-то так все время и получается. У нас сейчас вот что маркетинговое агентство, где мы делаем YouTube и медиасети людям, оно подпочковалось у меня от основного бизнеса. Если там был отдел маркетинга, мы делали маркетинг для себя. Всю жизнь занимаюсь, я такой приверженец контент-маркетинга. Все, что индексируется, все хорошо. Мне это нравится. Вот. И мы построили это на базе у себя, потом такие, классно же, мы же все равно занимаемся, пошли для других делать. И отпочковали. И вот сейчас мы с тобой делаем это для, в том числе, клиентов других. И отсюда точно так же у меня была потребность снимать видео. Мне надо много видео, я хочу приходить в свою студию, не париться с бронью, потому что если бы была, на самом деле, реально, если бы была какая-то хорошая, удобная студия, куда можно приходить и сниматься, я, может, не задумывался бы об этом. Ну да. Ну да, я решал свою потребность, плюс я понимаю, там мы постоянно на каких-то предпринимательских тусовках здесь, все задают эти вопросы, все спрашивают, им надо снимать что-то, все делают контент, современный мир требует контента, поэтому вот. И требует качественного контента, что самое главное. Да, И да. доступного. А для меня это такой же вызов улучшать качество, что для себя, как я же здесь там являюсь заказчиком, создавая для себя контент в компании, вот, интеграторе Bittrex24. Я же здесь являюсь и клиентом, и заказчиком в агентстве в маркетинговом, где мы делаем контент, и мне хочется учиться, развиваться, улучшать раз за разом качество для клиентов. Но все перерабатываем на себе, экспериментируем в том числе и так далее. Ну и вот сейчас студии, как бизнес-модель, мне на самом деле очень нравится. Мы ее сейчас здесь обкатываем все процессы, есть желание масштабировать это по миру, потому что понятно, как это работает, сейчас понятна механика, понятна ценность этой истории. То, что мы вот здесь сейчас делаем, то, что мы обкатываем, мне очень нравится, мы сделали классный процесс, когда мы сейчас для подкастов, для интервью, спикеры по всему миру носятся, фиг их поймаешь в своем городе, и мы сделали классный сценарий, хорошо научились это делать, когда мы гостей просто находим студию в разных городах по миру, там, будь то Москва, Барселоне, вот снимали в Белграде, еще где-то, находим партнерские студии, в том числе договариваемся с ними,
готовим единый сценарий. И, по сути, снимаем подкасты, в которых практически не видно, что люди в разных частях света сидят. Ну, это вообще очень большое решение на самом деле. Мне очень нравится сценарий. У меня руки развязались, потому что в Аргентине, там для себя то, что мы пишем, много клевых, вообще толковых ребят, крутых экспертов. Очень интересная у людей жизнь, но, тем не менее, это ограниченная комьюнити. А по миру вот сейчас доступ просто вот появился для всех, и моя такая большая интересная цель, это я хочу построить сетку студий по миру, как раз чтобы в любой части света мы находили человека, и он приезжал в нашу студию, и мы записывали с ним подкаст там свободно. Также и я, путешествуя по миру, мне надо записать интервью, подкаст, я просто заходил в свою студию, точке, и таким образом записывали. Ну да, Аргентина докатиться как бы, это еще нужно попробовать в эту сторону. Это да. Желательно долететь. Но здесь открывается вообще возможность со всем миром, действительно. И, как ты сказал, вот эта партнерская программа с другими студиями, это очень круто, когда команда здесь, например, и команда в Москве может между собой общаться, понимая, что какую локацию нужно выставить, какой свет, не знаю, и так далее и тому подобное, и сделать действительно приближенную картинку к одному подкасту, чтобы было ощущение, что в одной студии. На монтаже это все равно в любом случае можно сделать очень красиво, если это красиво и качественно снято. Да, но это вот действительно одна из таких услуг, которые мы хотим, ну и как хотим и предлагаем. Здесь клиенты, которые приходят, здесь локальные клиенты приходят. Приятно, что сейчас стали приходить и испаноязычные гости. Вот, и это тоже круто. Y no tenías un mentor, dijiste tampoco. No, Todos fueron viendo todo solos. cuando iniciamos esto éramos nosotros. I get this feeling I can't fight it. Ну, а чё? Ну, вот так. А как иначе? Вот формат, вот От первого сюда лица. снимать, сюда говорить. На этом стуле сидеть будешь. Это вот как раз вот эти панели, да, стоят? Да, это еще парочку, которые мы не вместили, они с дырками, к сожалению, оказались. Продавали нам по цене целых. Вот терраса. Большая достаточно пространство, которое можем тоже как-то под себя использовать. Как и зачем, пока не придумали. Но вот такое у нас тоже есть. Елочка красивая. Здесь можно новогодние поздравления записывать, если что. Стоим на фоне елки, наряжаем ее снегом. Ничего, что у нас лето в это время в Аргентине, но можем вот записывать это. Это был трудный год. Как обстоят дела с техникой? Как вы это все покупали? Где вы это искали? Ой, это боль, слезы, это... Часть техники привезли сюда, из России, что-то было свое. Ну, такая, на самом деле, достаточно весомая часть была привезена. Но что-то, безусловно, здесь докупали, камер несколько покупали здесь. Бегали, просто вообще мониторили суточно площадки местные, где можно купить бэушную технику. Ну, это что здесь популярное по спросу? Это Facebook Market, это вот Mercado Libre местная площадка. Переплатой достаточно большой, но везти, заказывать, ну, тоже риски, потому что эта техника, как ее сюда себе привезут, не грохнут по дороге и так далее. Докупали камеры, докупали, понятно, здесь технику, там даже стол, студию купить, ковер. Ковер мы хотели купить, это было вообще просто застрелиться. Мы перерывали вообще все, что можно, ходили на местную барахолку Меркадо Пульгас, они там предлагали мне какие-то ковры исторические, раритетные за $5000. Там было столько всего, ну, просто вот да, даже для изоляции студии было достаточно сложно организовать, и ну, нифига не дешево. Ковер в итоге вы на Facebook-маркете нашли, да? Какой-то на Facebook-маркете нашли, какой-то ковровый, я не знаю, как это даже назвать. Он какой-то типа ковер с рисунком вот классическим ковра, но это как пенка, что ли, я не знаю, как это. Ну, какой-то странный материал синтетический, вот.
его что-то еще добывали, там столы со всей, мне кажется, все Буэнос-Айреса искали столы под это дело, стеллажи заказывали, звукоизоляцию тоже, там различные панели и прочее, находили какие-то бэушные, какие-то заказывали. Строительные магазины я ходил, слеза наворачивалась просто на глаза, конечно, от цен. Собрали как-то. Здесь еще много чего доделывать надо. Много достаточно вложиться, но это чтобы уже сделать вкусно, конфету такую, чтобы можно было прийти. У нас до сих пор там в планах сделать хорошую гримерку, куда можно прийти переодеться, посидеть там на диване, кофемашины, вот это все. Вот. Но сейчас такой концепт, типа, надо запустить, надо дать загрузку и планомерно это улучшать. Ты говоришь, что вы заказывали что-то с интернета, какую-то технику. Как вообще, как вы оплачивали это? В любом случае, это же не наличка, получается, была. Где-то была и наличка. Это вообще большая проблема в иммигрантов, которые приехали сюда, потому что кто-то живет здесь там легально, кто-то нелегально. В целом у россиян случился такой коллапс. Понятно, уже все к этому привыкли, что банковские карты по миру, визы и мастер-карты, которые были когда-то заблокированы, не работают. Карты МИР, конечно же, никто не принимает. И здесь, да, были тоже сложности, чтобы оплатить где-то в интернет-магазинах, там на том же Mercado Libre, на сервис, там где-то можно наличку выбрать как-то сервис, просто оплата наличку. Здесь такая история, как оплата по Rappi-Pago, сервисы, там еще как-то они называются, Mercado Pago. Ты, по сути, заказ делаешь, тебе выдают квитанцию, ты идешь в какой-то киоск-ларек и оплачиваешь там. Но вообще карта нужна. Сейчас я, к счастью, там все эти вопросы уже решил. Один из вариантов в целом. Есть такой сервис Easy Payment. Они открывают карты киргизских банков, банков Таджикистана, Казахстана. Делают удаленно это и могут прислать тебе в любую страну, где бы ты ни находился. Полезная история. Мы сейчас как раз с ними разговариваем, записать интервью, подкаст какой-то на эту тему, разобрать эту штуку. Если актуальная тема для вас, друзья, напишите в комментарии, где открывать счета, как открывать счета и так далее. И ссылочки в любом случае мы оставим все в описании к видео. Да, обязательно. Еще что можно сказать из лайфхаков, которые я на Mercado Libre себе сделал. Там, по идее, требует DNI, местную карточку. У меня ее не было в тот момент. Они нормально скушали у меня, по-моему, номер паспорта плюс одна цифра, там что-то такое. И я этим до сих пор пользуюсь. Я знаю, что у кого-то это прокатывало, у кого-то не прокатывало, но некоторые рассказывают: ой, я не могу зарегистрироваться на Mercado Libre. Попробуйте так. Я тупо ввел туда рандомный набор цифр, по сути. И нормально сработало. И мне до сих пор курьеры приезжают для проверки, что это мой заказ. Они спрашивают номер паспорта, я им говорю, номер DNA, я им говорю, вот эта цифра из паспорта. Они говорят: да, окей, нормально, и все принимают. Аргентина такая страна, здесь точно нельзя делать так, как тебе сказали в первый раз. Пробуй, и потом это как-то получается. Поэтому договариваясь хоть о недвижимости, хоть об аренде, хоть о покупке чего-то, заказе товаров и так далее, здесь надо, конечно, постоянно коммуницировать, постоянно задавать вопросы. Ты ранее сказал, что ты хочешь открывать студии по всему миру, чтобы в любой точке мира ты смог приехать и воспользоваться, и вообще, в принципе, какую-то вот эту корпоративную историю иметь. А здесь ты хочешь на испаноязычный рынок выходить? Это сейчас как раз наша задача, да. Мы стартовали в первую очередь под себя и загрузить ближайший круг людей, с которым взаимодействуешь так или иначе для русскоязычной тусовки здесь, чтобы появилась студия, чтобы можно было приходить, записываться. Сейчас как раз мы уже доделываем вендинг, запускаем рекламу на... У нас две стратегии развития сейчас. На местных, на испаноязычных запустить это все дело. И на экспатов, которые еще в большом количестве приезжают сюда, в Буэнос-Айрес, в Аргентину, потому что также со Штатов, с Европы сюда куча приезжает людей, те же немцы, британцы. Достаточно много тех, кто сюда приезжает, и под них тоже почему бы не сделать это. Мы посмотрели, подумали, что они же сталкиваются ровно с теми же проблемами. Мы говорим на русском, они говорят на английском, а это в Аргентине это равноценно. Тебя нафиг все равно практически никто не понимает. Конечно, русские здесь знают меньше. И мы английский знаем. Да, мы английский тоже зачастую знаем, все верно. Да. У вас есть какие-то клиенты, аргентинцы, не знаю, может быть, соседние какие-то страны, которые записываются именно у вас? У нас ходят девчонки из OnlyFans записываться в студии, но они... Все прилично.
Они записывают подкасты. Я, во-первых, благодаря этому в целом узнал, что такое OnlyFans. А во-вторых, я узнал, что подкасты они тоже могут записывать. Они записывают подкасты, еще различные здесь приходят инфлюенсеры, прочее. То есть же как, есть те, кто к нам напрямую как студия обращаются, и они приходят к нам, а есть те, кто приходят сейчас со своими операторами, со своей командой, с которой они работают. Здесь в Аргентине вообще достаточно большая киношная тусовка русских киношников, русскоязычных, там, то, что, естественно, ребята с России, с Украины, с СНГ. Такая достаточно сильная, многие чего поснимали. Я знаю, ребята здесь там для Банка Националь снимали рекламу, там для многих брендов снимали рекламы. И вот кто-то уже находит себе тоже клиентскую базу какую-то, аудиторию, и они к нам тоже приходят, снимают своих, вот, поэтому постепенно подтягиваются ребята. Я там уже не могу сказать, что я знаю, что они именно снимают, там, как, но знаю, что приходят, знаю, что смотрю публикации какие-то, еще на разных языках контенты выходят, и на испанском, и на английском. Ну, собственно, мы хотели как раз сделать историю про несколько зон. Это, наверное, самая популярная основная зона, это подкасты-интервьюшки, самый популярный формат, зачем к нам идут. Здесь что хотелось сделать? Хорошую, красивую картинку, понятно, со светом, сейчас это включим общий свет, это не так все вкусно выглядит. Но здесь все модернизируемое, то есть стеллажи, можно свои вообще какие-то прибамбасы принести, чтобы сразу разместиться, там, если ты сидишь красиво. Вот у меня просто есть битриксовый бизнес, и я вот сижу, свои материалы, например, записываю с битриксами там, с логотипами. Кто-то придет еще из гостей, свое принесет. Там, или на Новый год люди приходили, украшали студию там, под новогодний формат. Все это готовы делать, обсуждать, подстраиваться под клиента. У меня есть даже желание для ребят сейчас, для регулярно тех, кто ходит, кто бронирует там, на постоянку снимать, там, каждый месяц снимает подкасты какие-нибудь или еще что-то, сделать неоновые вывески персональные, индивидуальные, чтобы они висели в кадре, чтобы прям полностью антураж своей персональной студии сделать для клиентов, чтобы у них была такая история. Вот, ну, собственно, здесь опять-таки в зависимости от гостей, в зависимости от всего, столы можно модернизировать, количество микрофонов, стульев, можем снимать много чего. Здесь еще одна зона получается, ну, такая тоже больше про говорящую голову, она опять-таки сзади все выставляется стеллажами, панелями разными можно выставляться для курсов, интервью и так далее и тому подобное, для курсов, для курсов, какой-то говорящей головы, возможно, на YouTube, видеоуроки и так далее. У нас есть хорошая схема, когда в целом можно прийти, подключиться и писать свои уроки достаточно спокойно. Все будет настроено под вас заранее. Вам вообще толком ничего не надо. Просто пришли, включились, и вам на ваш носитель сразу все будет писаться, что тоже очень удобно. Вот. И зона здесь еще открываются окна. Здесь такой интересный лофтовый стиль, лофтовый формат. Сюда можно тоже там стелить ковры, ставить кресла, красиво интервьюшечки подснимать. Вот, здесь планируется еще фотозону сделать. Там мы хотим сделать гримерку, как я сказал, и на крыше там, метров 70. Вообще я тоже размышляю, не знаю, что туда сделать. Если есть идеи, накидайте. Может быть, как-то придумаем, как это все можно использовать. Вот такое пространство. Доделываем. Работы, конечно же, непочатый край. Хочется развиваться, хочется делать круто, сервисно, чтобы можно было онлайн бронировать, сразу видеть запись, куда, как. Ну, то есть то, чего в Аргентине нет. То есть, вообще невозможно, кроме как WhatsApp, куда-то написать и ждать. Мы сейчас все сделаем именно так, сервисно, автоматизированного, чтобы было. Оставил заявку, записался сразу, там, возможно, сразу оплатил. Чтобы все было, чтобы результат быстро получать, чтобы выходные работали, потому что аргентинские студии многие не работают ни выходные, ни условно там после какого-то времени, еще чего-то. Просто хочется делать классно, мы любим сервисный подход. У меня в компании, в которой мы занимаемся, собственно, автоматизацией и выстраиванием процессов и сервисов, вот такое в ДНК у нас уже получается, и мы это любим делать и делать продолжим. Где ваша новая студия? В каком районе? Почему именно этот район? Слушай, ну здесь тоже
повезло достаточно. Это такой достаточно центральный район, совсем практически на границе с Палермо, популярным туристическим здесь районом и вообще таким движниковым. Это Виша Креспо, это буквально в 2 кадрах от бара Бухарест, такого культового уже здесь заведения в Аргентине. Это русскоязычные ребята открыли, мы с ними тоже обязательно как-нибудь запишем интервью. Удобное расположение, удобно достаточно добираться отовсюду, центр практически города, если так брать. Хорошая цена. Мы стартовали, нам выходило это $500 в месяц аренда, коммуналка, которая там включена, порядка 50, по-моему, долларов это все выходило, и интернет еще. Сейчас мы продлевали контракт как раз в конце января. Как обычно, естественно, в Аргентине нам повысили ценник, повысили почти на 30%, но на 30% там и вышло даже повышение. То есть мы сейчас выходит 650 получилось долларов в месяц, плюс там коммуналка, интернет. Оплачиваете вы помесячно, правильно? Нет, это как раз, да, мы вносим сразу за полгода. Контракт до этого был на полгода. Сейчас мы договорились, сказали, ребят, нас не устраивают эти повышения. Это будут, если вы нам через полгода что-то сделаете. Поэтому это контракт на год на этих условиях. Дальше будем смотреть. Здесь, к сожалению, сложно прогнозировать, очень тяжело дальше. Как это выйдет, что это получится через полгода. Здесь вот очень сильно все выросло. Очень сильно в целом выросло за последние год, поэтому будем посмотреть. Пока терпимо, там, чтобы не поднимать сильно цены, в том числе, там чуть-чуть скорректировали совсем для клиентов. А расскажи вообще сам вот этот вот бизнес студии, видео-подкастов, видео вообще, в принципе, сколько это стоит, сколько это вложений? На данный момент это там тяжело было подсчитать, потому что часть техники была, какую-то там часть привозили. На данный момент это порядка 20 тысяч вложений. По-хорошему докрутить студию $20 000. Докрутить, сделать там вкусно, хорошо, порядка 30 выйдет. Вот прямо до конца из того, что я вот все хочу, то, что планирую реализовать здесь. Получается, понятная на самом деле математика. Здесь, к счастью, это услуга, понятно, кто делает, понятно, как она делается и так далее. Здесь нет какой-то именно сложной внутри услуги, просто вот профессионализм операторов, техника, студия. И поэтому она достаточно легко считается в математике. То есть у нас получается точка безубыточности на данный момент это $1500 в месяц оборот. И в целом она все на себя окупает. Уже вот все, что выше, начинается возврат инвестиций и прибыль после возврата инвестиций, собственно говоря. Понятно, что студия — это не тот бизнес, где вы станете миллионерами, если как раз не масштабировать его до каких-то больших сетей и так далее. Но вполне себе такой хороший заработок, стабильный, который может приносить доход. Глобальную загрузку студии порядка 360 часов в месяц. Конечно, вы настолько это будет очень тяжело загрузиться, особенно в Аргентине, но действительно, если вы работаете с 9 до 9, типа 12-часовой рабочий день, вот мы получаем достаточно хорошую историю. Средний чек у нас там порядка 55, получается, 50, там 60 сейчас долларов в час. Потому что кто-то приходит, ему здесь своя техника, он арендует чисто помещение, свет. Кто-то приходит, ему нужно на 3 камеры, у кого-то вообще там трансляции организовать, кому-то монтаж нужен. Но монтаж мы в математику студии не считаем конкретно. Вот это у нас есть агентство, на базе него мы там можем продюсировать, можем помочь создавать контент, снимать контент, шерить его, размещать на всех площадках, оптимизироваться там под разные площадки и так далее. Это уже вот там все делается. Вот, поэтому монтаж я сюда тоже не вношу. Это как доп. Услуга здесь, которую мы, конечно, тоже можем оказывать при необходимости. А у вас получается, есть команда в вашей студии? У нас есть команда, у нас есть хорошие внутри прям опытные ребята, очень классные, то есть снимаем с ними. Плюс, как я говорил, киношников достаточно много. То есть, если нужен еще какой-то ресурс, вообще кидаешь клики по ребятам, по знакомым, очень быстро находишь любых специалистов. Если нужна сложная съемка с дронами и еще что-то, тебе тоже всегда я хотела задать вопрос сделать. как раз-таки, как партнеры. Вы можете на какие-то мероприятия выезжать, что-то снимать, что-то вот такое? Можем, но это у нас не целевая история. Мы не хотим. Надо строить один крутой процесс, чтобы он работал офигенно. Конечно, мы можем поехать снять мероприятие, у нас здесь есть опыт, там, разные конференции, если снимали еще что-то. Но надо заточить один процесс прям вот так, чтобы он работал без сучка и задоринки, был идеален, максимально загружен, все есть хорошо. Потом можно расширяться на другие процессы. У меня всегда философия такая. Надо делать офигенно круто то, что ты вот умеешь делать. Делаем уже хорошо, круто, будем тоже
учиться профессионализму, развиваться. Хочется, реально студия точно будет такой, что будет внутри качественно, все красиво, круто, получать лучшую картинку и все остальное, при этом это будет комфортно по записи, удобно. Мы будем это докачивать, раскачивать. Понятно, что это путь, как и любой другой бизнес, если ты начинаешь. Не получится сделать сразу идеально. Конечно. В любом случае надо набивать шишки, раз за разом оттачивать, извлекать из этого опыт, трансформировать опыт в знания, и тогда у тебя уже будет строиться понятный процесс. Его улучшать, такой непрерывный кайдзен действий, когда вы занимаетесь непрерывным улучшением существующего процесса. Как называется ваша студия Слушай, студия называется Liberty. и почему? Да как-то навеяло, что в Аргентине, в свободной стране, хотелось сделать какое-то такое название, но при этом хотелось не прям завязываться на локально испанский рынок, как таковой, испаноязычный. Не Либертат, Да, а не Liberty, Либертат, да. Вот, а Liberty как-то вот захотелось. Так, а дальше уже как-то от этого и пошло. Это спонтанно. У меня с названием, у меня основной бизнес называется «Соль». Почему Компания. соль? Потому что я махат, я масол. Это старая шутка. Потому что соль бизнеса, пуд соли съели и так далее. Там, агентство у нас называется B612, а если внимательный зритель напишет в комментариях ответ, почему B612, будет очень клево. Есть небольшой такой вот здесь нюанс, потому что Отсылочка. если звезды зажигают, то значит это кому-нибудь нужно, и хочется как раз в агентстве зажигать звезды, помогать экспертам становиться звездами, как они того заслуживают. Я только сейчас поняла. Да ладно. Да. Я прям протянула, короче, вот это вот нить. Все, боже мой. Друзья, если вы вдруг посмотрели это видео и вам захотелось прийти к нам, то приходите в студию, мы с удовольствием вам поможем сделать лучшие видео для вас. Если вы здесь, в Буэнос-Айресе, по промокоду релоцированы, пишите в студию, обращайтесь, мы сделаем вам скидку хорошую. Приходите, снимайте, мы с удовольствием будем выстраивать с вами долгосрочные отношения, помогать делать контент. Мы здесь надолго, мы будем развиваться вместе с вами. С удовольствием поможем во всем производстве этого контента. Спасибо тебе большое, что рассказал вообще обо всем об этом. Ой. Было очень интересно. Спасибо, да, мне тоже хотелось выговориться. Мне кажется, я Наконец-то это случилось. сам все время, интервьюирую, спрашиваю других, а тут поделиться о том, как мы это делали, тоже было действительно интересно. Надеюсь, кому-то будет полезно. Если у вас есть вопросы какие-то, пишите об этом. С удовольствием расскажем, поделимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам было интересно. Впереди много других видео. Если вдруг среди ваших знакомых есть те, кто открыл бизнес в Аргентине или нашел какую-то работу интересную, здесь в целом приехал, пристроился, нашел себе место здесь, мы с радостью снимем эту историю, покажем другим. Очень хочется показывать именно примеры того, как можно. Мы очень надеемся, верим, что это будет полезно и поможет кому-то принять решение, решить какие-то сложные вопросы свои, найти ту работу, которая ему нравится по душе, или сделать какой-то бизнес, шагнуть в неизвестность, возможно, а мы хотим именно показывать о том, что вот мы уже сделали это, мы уже прошли, ничего страшного здесь нет, пожалуйста, пробуйте, действуйте, будем рады вместе с вами как-нибудь встретиться, записать совместное видео. И Кате лайков накидайте, она молодец, она очень-очень сильно нервничала, а справилась, мне кажется, очень-очень круто. Все, спасибо. Спасибо. Большое.